Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что скоро женщины сами будут уговаривать мужчин строить с ними отношения, потому что многие мужчины отмечают, что, увы, но современная женщина ничего им не может дать, и даже если он прорвался через эту стену, когда женщина позволила быть рядом с ней, ведь многие женщины оборачивают это плюсом, что мужчина, в принципе, просто по факту должен радоваться, что он находится рядом с ней, с такой уникальной и невероятной девушкой, но мужчины по прошествии времени понимают, что ради чего все это нужно было, если результата никакого положительного не произошло, и отношения сейчас такие, как вещи. Попользовалась и, в общем-то, рассталась, когда не нужно. Поэтому мужчины становятся безразличны к женщинам. Можно сказать, что мужчины отвечают тем же, что и делают женщины в сторону мужчин. Ну, разве женщина может быть полезна только для рождения детей? Но сейчас разрабатывается искусственное размножение, я тоже сегодня об этом буду говорить. Ну, а близость, вот этот критерий, по которому еще мужчина может как-то действовать в сторону женщины, он в течение 10 лет может быть заменен куклами, роботами. И если раньше казалось какой-то фантастикой, да, много вещей, но потом люди понимали, что это приходило в жизнь и сейчас для нас является нормальным, потому что действительно, если у мужчин встает такой вопрос, кто лучше, то здесь плюсы уходят в сторону нереальной женщины. Вот так. Да, в общем, сегодня буду обо всем этом говорить. Есть такая фраза, что труд из обезьяны делает человека, и был такой ледниковый период, было замечено, что те, кто подчинился этим изменениям неблагоприятным, те впоследствии вымерзли, ну а кто проявил силу духа, пошел на сопротивление, научился добывать огонь, охотиться на животных, и, в общем-то, в дальнейшем это и дало толчок для развития цивилизации. И я задалась вопросом, а людей в дальнейшем ждет прогресс или наоборот, потому что все-таки в какой-то степени люди должны как раз-таки вырабатывать этот дух, силу духа. Но в связи с тем, что очень много удобств у человека, и даже если взять этого робота, эту женщину, да, по сути, ничего не нужно будет делать. Это также относится и к женщинам, потому что и роботов мужчин также разрабатывают. То есть, по сути своей, никаких стараний люди прикладывать вообще не будут. Это будет просто какое-то одно сплошное мегаудобство, а человек развивается на самом деле не в тепличных условиях, никогда все замечательно, а развитие идет только когда есть некое сопротивление в жизни. И жизнь у нас даже в работе. Мы приходим, мы сталкиваемся с какими-то трудностями на работе. Это позволяет нам расти, чтобы происходил какой-то наш личный скачок. Есть и здесь такой момент, который может быть скрыт от глаз, то есть он такой неочевидный, да, как сейчас хотят приучить людей к толерантности. Что такое толерантность? С одной стороны, это быть лояльным к другим, а с другой стороны, это очень похоже на некую терпимость. Человека приучают терпеть. Как вот оно складывается, так и складывается. Как 25-й кадр, который вроде бы его нету, но при этом уже доказано, что подсознательно все равно у человека это откладывается. Человек может даже не давать этому отчет, но там рекламный слоган какой-то, да, такой яркий, который как раз и
воздействует на человека. Ученые утверждают, что 25% мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в скором времени выберут отношения именно с этой женщиной-роботом, чем с реальной женщиной. Ну и через 10 лет женщины будут уже испытывать реальную нехватку настоящих мужчин, и, можно сказать, уже будет битва за них, скажем так. То есть уже будет не так, что на одну женщину несколько мужчин, будет наоборот, что на одного мужчину будет несколько женщин. Вообще надо сказать, за кем сейчас бегают женщины. Ну, идеально, чтобы он был молодой, богатый, красивый. Но если этого набора нет, то можно, в принципе, чтобы он был богатый. То есть сразу, как это был совет одного мужчины для других мужчин: ребят, развивайтесь, да, и сделайте так, чтобы не вы бегали за женщиной, а за вами бегали и за вами хотели. Хотя я против того, чтобы кто-то за кем-то бегал, но тем не менее, да, и в силах мужчины сделать так, чтобы женщину заинтересовать. Ну а за среднестатистическим мужчиной не то что бегать, а даже просто вступать в отношения или просто даже общаться. Многие женщины отказываются сейчас. Многие мужчины мне в комментариях пишут, что вот как только эти куклы появятся и будут восприниматься как что-то обычное, то просто, ну, женщина вообще прям вот просто настолько будет не нужна, что женщина сама еще пока даже этого не представляет. Вообще вот эта вот конкуренция между роботами, да, она ведь на самом деле мы столкнемся, и не только женщины и мужчины, а мы в принципе в обычной жизни столкнемся с этим, потому что, ну, наверное, конкурировать бессмысленно, потому что это все человек и робот, это вообще абсолютно все разное. Робот никогда не будет давать этих эмоций настоящих, это все равно будет роботизировано, несмотря на то, что, конечно же, делают, работают над тем, чтобы можно было и разговаривать на любые темы, да, тема будет встроена это в роботе, то есть мужчины говорят, что будет интереснее общаться с этой куклой, чем с настоящей женщиной. И это, конечно, серьезные аргументы, серьезная проблема, которую нужно устранять. И считаю, что здесь женщины должны включаться в эту проблему и, ну, по крайней мере, воспитывать уже по-другому своих девочек. Но надо сказать, что вот эта вот умная, скажем так, кукла, она будет доступна не для всех, потому что цена ее будет достигать там целой машины, поэтому обычная, да, а вот уже та, с кем захочется поговорить, уже будет, пожалуйста, хочешь, плати большие деньги. Ну, здесь, скажем так, молчаливая кукла против выносящей все время мозг женщине. Это, конечно, серьезная конкуренция. Мужчины хотят встретить девушку или женщину, которая не будет зациклена только на деньгах или там на какой-то моде. Но вряд ли женщина-робот потребует от мужчины какую-нибудь сумочку или чтобы он ее свозил куда-то. Ну вот, например, я разрабатываю эти куклы. Мне нужно, естественно, чтобы люди их побольше покупали. Что я буду делать? Ну, во-первых, конечно же, нужно разбить вот это вот представление о всем человеческом, да, и внедрить в сознание людей, что кукла — это абсолютно нормально, что это вообще технологии, это прогресс, это естественно, это лучше. И поэтому, естественно, и реклама, и фильмы, вон, кстати, по Голливуду можно вообще сразу определить, если там снимается что-то, то это потом захотят, ну это уже как некая реклама, потом это может появиться в нашей жизни, да, по голливудским фильмам.
Ну и здесь вот такой момент, когда люди принимают решение, что они как бы из худшего выбирают лучшее, да. Может быть, для кого-то это по-другому, но мне кажется, все-таки для нормальных людей жить реально просто с куклой, то это пока в сознании это все-таки неестественно. Мужчины также говорят, что женщины сейчас сами толкают их на такое приобретение. Но вся эта история с роботами, куклами — это последний гвоздь для новых поколений, конечно, по теме рождаемости. Ну а касаемо того, что женщина ничего не может дать мужчине, конечно, женщины тоже переформатировались и уже явно не в ту сторону, то есть прогресс в кавычках, да, пошел совершенно по обратной стороне, не в плюс женщина. Ну и плюс женщина много где слышит, что она должна быть такая вся раскованная, независимая. Супы она уже не варит. Мужчины мне, кстати, в комментариях пишут, что они сами прекрасно вообще очень вкусно готовят. Кстати говоря, считается, что лучшие повара — это мужчины. Да, и поэтому, в общем-то, здесь мужчины уже настолько расслабились, что они сами могут себе все приготовить. Ну и плюс много готовой еды, да, которой можно купить. Поэтому там уборка также с роботами как раз этими может происходить, да, в общем, уборка тоже нет. Некоторые мужчины даже, скажем так, эту близость важную не могут от женщины дождаться, да, или нужно упрашивать ее, что является тоже большой проблемой, нужно что-то купить, что-то сделать, то есть какие-то ультиматумы ставятся. Поэтому, в общем-то, действительно, кроме мужчина и женщины, может быть, думают, что там мужчине нужно обязательно разговаривать с женщиной. Мужчина может и с друзьями поговорить, или на работе он может наговориться, а приходя домой, мужчина хочет отдохнуть и расслабиться просто. Достаточно часто я в комментариях отмечаю, что мужчины не могут разговаривать с современной женщиной, и разговаривать с ней просто не о чем. Вообще вот эта тема искусственности, то есть настолько сейчас много всего искусственного в жизни человека, что еще если рождение ребенка будет уже без участия самого человека, без его тела, да, но это, на мой личный взгляд, это просто страшно. И тоже вот такие зачатки видны, когда мужчина говорит, что женщина бесполезна в его жизни, лучше обратиться вот к какому-то из виду вот этого искусственного, да, появления ребенка. Помните, как в фильме «Терминатор», когда вот эта внутренняя система этого терминатора, внутренний компьютер, грубо говоря, принял решение, самое правильное для себя — это уничтожить себя, чтобы спасти людей. И спасение людей должно произойти, но людей в переносном смысле, да, здесь именно вот душ, разум, чтобы люди хорошо осознавали то, что сегодня может быть хорошо, но впоследствии то, чем пользуется человек, может ему очень сильно навредить. И закончить свое видео я хочу фразу: уже поздно возвращаться, чтобы все правильно закончить, но еще не поздно устремиться вперед, чтобы все правильно начать. Всем спасибо большое за внимание, увидимся уже завтра в новом видео. До встречи, пока!